Смотри, Колян, в каких перчатках надо кататься. Лежит 2 пары новых, но не могу их прикатать. Вот эти роднулечки. Раз. А перчатки меняешь, и сразу все из рук валится. Просто они, знаешь, как разношены, вкатаны. Новые напяливаю, и все. И не получается. Так же с кроссовками обычно. Ну, я сейчас аккуратненькие какие-нибудь кружочки покручу. Может быть, попробую кенгуруху разбиться. Но дрифтов на этом колесе нормальных нету. Что закажешь, то и попробуем. А попробую Watchtower, может быть, аккуратненько. Вот поменял раму на мотоцикле. Там зачем-то в блок бетонный въехал. Новая рама. Вот тут у меня кнопка для пропеллера. Стрэнджер такой бодрый. Ну, мне кажется, Стрэнджер я тебе и пьяным могу показать. Я что-то такого не видел. Не, был пошире, на Pilot Power еще шире. Эта резина такая, она непонятная на самом деле. Как будто у нее и есть контроль, и нет контроля. А какая резина? Road 5. Не самый дешевый и не самый лучший. Но на городские мотики топ. Вообще топ. На этой раме выворот меньше, и я как будто чуть меньше боюсь, что ситуация как в Чехии произойдет, что как будто руль выйдет. И в Watchtower чуть-чуть порасслабленнее себя чувствую. Охота кенгуруху мощную уродить. Ну что-то видишь, не идет. А с виду как? С виду тоже огонь. Ну все, Антоху выпускаю, сейчас он насыпет вам. Сумасшедшего стиля. Фредди Крюгер у него, подпольная. Видел момент, когда я из левого или из правого выхожу, пытаюсь понтануться, закрыть шлем, закрываю шлем, и в этот момент такой легкий хайсайд, а я не держусь за руль и не упал. Вот там, пожалуйста, на монтаже прошу это. Дип 360 Класс. нет, да? Не могу, у меня палец болит, а
по сути, только в этом трюке он мне... Вылетела резинка, а было ощущение, что как будто мотоцикл затроил, но продолжает нормально работать. И вот, надо вот сюда вставить. Кстати, глушителю этому, наверное, так же, как мотоциклу лет. Я еще на Интерио с ним катался. Он у меня от мотоцикла к мотоциклу переходит. То, что вот у Пашки есть стиль, а почему-то у Антона все, он не может появиться, хотя есть сложные трюки, согласись. Я бы сказал, и стилек небольшой. Есть стилек, да? Может, я просто, видишь, он у меня на глазах растет, и я все, давай сильнее, мощнее. А в какой-то момент мы пересматриваем старые видео, я говорю, да растешь. Подростково не сдержанный, я бы. Да, он... Он может единственный со старта выйти на ноге, Паша выходит вроде бы на дублере. Стой, Антон! Стой! Без дублера на ноге. Я не смогу сейчас камеру убирать, могу. Ну, свесь ногу. Не трогай дублер. Пашка тебе дедспин сделал, сумасшедший, красивый, супер, с выходом. А у меня на этом колесе почему-то не идет, оно, видать, слишком цеплючее, или у меня мешает что-то. А, и Паша умеет, мы на днях тренировали, вот смотри, он может в сидячке руку отпустить, а мы никто не можем. Тормозишь ногой, сидишь, еще и руку надо отпустить, в идеале две. Только Пашка может. А? Какая комбо, блядь. Получилось? Да, вертушка огонь. Я говорю, я думал, что нет выхода.
Там за мотак прям как будто ногами держишься, и тебя прям отрывают, руки отрывает. Как будто ты под конец все равно готов к падению, и потом чуть спускаешь, и получается выйти. И порой в конце даже мертвым кругом тебя доставляет. А сейчас сделаю в ситке, задираешься, заводишься по трицалово, кликаешь и выпрыгиваешь, например, в слайгера попробую. Если кава направо упадет, то там надо показывать, чтобы масло засосало. Все, пойдем, водички попьем, поразговариваем, сколько не виделись с вами зрители мои. Какой мне показать палец? Выбирайте. Какой короче, да, вот так? Короче, 6 лет станта забрали 4 миллиметра кости с пальца. Я думаю, нормально. На жизнь хватит вот этого. Это все, что ли? Я, блин, что, челку зря зализывал? Свободный молодой человек для новых проектов свободен. Про штрафы, блин, не нарушайте. Даже если штрафы не приходят, может через 2 месяца прийти, а вы 2 месяца, представляете, как я, если ездили под одну камеру, каждый день по 3000. Блин, за обочину. Вот пробку объезжал 2 месяца подряд, блин, по одному и тому же маршруту. Теперь счета оплачиваю. 7 штрафов по 1,5. Много, конечно. В общем, короче, быстрая история, очень быстрая история. Мы пригнали Паше караван, нашли караван. Пригнали караван, но он старенький, он 2001 года. Даша проехалась, у нее, оказывается, все машины были на коробке. Она проехала на автомате, такая, господи, как великолепно. Вот. И на ее большой машине, на больших автобусах нельзя ездить что-то там по крайним полосам, но много ограничений для Москвы. Вот. И она такая, продай мне свой караван. Я такой думаю, ну ладно, покупай. И думаю, что выбирать себе. Начинаю мониторить. Если это какой-то Volkswagen или еще какая-то штуковина, и ты хочешь, чтобы он был на автомате, очень дороже, очень меньше надежность, и снаружи он такой же, но внутри у него вот этот пластик, еще что-то, как будто места меньше. И все, я такой понимаю, что мне нужен новый караван. К тому же я открываю картинку, он еще и красивый, ну, достаточно современно смотрится. И... Пойдем обойдем. Пойдем обойдем. В общем, я мониторю по всей России, само собой, караваны только во Владивостоке и в Хабаровске. Он внешне остались габариты, я как будто тебе продаю его сейчас. Габариты, вот если померить, точно так же, как у старого кузова, но они сместили кабину вперед, и теперь я могу в свой кузов поставить вот так 2 мотоцикла, и у меня еще остается отсек, куда я могу поставить сидушку, 2 человека могут сесть комфортно. И никаких ограничений, это легковушка считается. И супер надежность и автомат. Все, мне этого более чем достаточно. При этом я сейчас сижу в кабине не как в грузовике, а пойдем, я тебе покажу. Тут достаточно комфортно сидеть. Они выиграли еще 20 сантиметров чем, что сдвинули водителя вперед. Например, вот видишь, сколько здесь в середине под ноги места? Вот столько, да. Вот, например, идем в предыдущий кузов, вот в этот. Здесь, видишь, почти вот они, эти 20 сантиметров. Ну, то есть, типа, здесь немного назад. А так, конечно, даже вот эта старуха 2001 года. Ну, представь, что бы он там за эти деньги в Москве взял, Пашка. А за сколько он взял?
А можно говорить? Да. Что-то мы 360, да? 310. Ну и пригнали там 15 тысяч, мы его на... 310 тысяч рублей? Да, в Краснодаре нашли. Представь, за 310 тысяч рублей на автомате, не ржавая, под днищу, и можно сесть, доехать в Хабаровск, забрать, например, икру и тагила и вернуться обратно, и он доедет. Ну-ка еще раз пойдем в салон той посмотрим. Пойдем. Давай с руля, хочешь, покажу тебе? Давай, да, с руля. Но она посимпатичнее выглядит. Ну, посовременнее, само собой. Вот так. Ну, здесь уже АБС-ки, там не АБС-ки, вся хурма. Но это все равно, это не жирная комплектация. У них бывает комплектация еще там с каким-то с ксеноном, поворотные фары. Вот видишь, тут предусмотрен типа доводчик на дверях. Также кайфовые автобусы. Почему? Потому что у тебя и с этой стороны двери открываются, и с той. И все это стоит порядка там 1.1, 1.2, а не как у вас. Сколько стоит тачка? Скажи мне, ваш Volkswagen. Так он новый был. Ну, новый, ну сколько? 3,5. Ну, 3,5. А за 3,5 можно такой хайс, наверное, новый купить. Вот вы что скажете, Антоний? Хороший автомобиль, у меня такой же, только меньше. Это NV 350, а я на 200-ке двигаюсь. NV 200. Пойдем посмотрим. Ну, начнем с цены, сколько это стоит. Я купил за 475 тысяч. Во Владивостоке цена была. В 2017 году. Проехал на ней уже 160 тысяч. Поменял рычаги передние. И А все. был пробег какой? Пробег был 124 тысячи. Сейчас Пойдем, там обойдем. самое главное изюминка. Вот сюда смотрим. У вас в Volkswagen за 3 миллиона есть такое? Нет, у нас нет. А у нас за 470 тысяч есть. Но правда, это сиденье с Toyota Harrier. Lexus RX, только леворуки, грубо говоря. Все регулировки есть. Музыку люблю. Поставил сабвуфер. Сабик стоит. Усилок там под тем сиденьем. 1.6 автомат. 8 литров жрет на сотку. Всегда, везде. Выглядит, честно скажу, на любителя, мне так кажется. Но спереди получше выглядит, чем сзади. Сзади вообще как-то так себе. Но эта машина, ее не по внешнему виду выбирают. Она должна мотик возить. В Лазе 2 мотоцикла. Кстати, вот с Никитой мы ездили в Литву и поставили сзади 2 Kawasaki. 2 Kawasaki. И все нормально. Вот тачка снаружи точно таких же размеров, а вот внутри посмотри. Даже вот так руками, вот типа вот раз. Но быть объективным — это пассажирская версия. Но в этой машине можно спать, тут есть воздуховоды. А летом можно и в моей спать, и воздуховоды не нужны. Это замечание, кстати, такое нормальное, потому что в своей машине я на зиму, когда минус 5 и меньше, уже мне приходится вешать перегородку, чтобы не было холодно. Мерзну. Печки сзади нету, извините, работа. Выключай камеру. Ворвался нам! Какой бензин бьете, Павел? Я обычно 95-й, но слышал, что ребята сотку льют. Дураки. А что дает сотка? Больше потраченных денег. Идеально, все влезло. Сколько бензика за тренировку уходит? Ну где-то, наверное, литров 10. На все про все за весь день. Плюс-минус, да, десяточка. Пятихаточка. Да, пятихаточка, полторашечка, чтобы доехать, что-нибудь покушать здесь нужно будет. Ну да, в целом, так, тренировочный день 2-2,5. Не считая резины. Ой, это вообще не в счет. Ты чего? Резина, это... Ну вот она мне вторая тренировка. Практически новый баллон был. А на сколько баллонов хватает тренировок? Ой, но... Если прям очень понравился баллон, то я постараюсь его, конечно, сэкономить. И можно вытянуть там дней до 10. А так, в целом, если в кайф катать, ну, 2-3 дня нормально. Не экономно, но кайфово. А катать нужно в кайф. Что ты, Никита? На Харлее прокатиться хочешь? Да, очень. А разрешишь мне бернаут сделать?
Блин, там... Видели бы вы сейчас лицо это. Там, кстати, резина, я удивился, прям называется Мишлен Харли Дэвидсон. Может, просто я бедный, я не знаю, что такое бывает. Очень интересно. Lowrider S — это самая стильная молодежная модель, но выглядит как для пузатых дядек. Но на самом деле крутая штуковина. Наверное, по рассказам, я еще не трогал и не ездил, просто посидел. Сидеть кайфово, ну вот как на Харли Дэвидсоне сидишь. Короче, вот это вот первое впечатление. Жесть, блин. Пипец, было тяжело поднять по сравнению с Кавасаки. Когда я вот на Харлее сел, мне первое, что понравилось по сравнению с японцами, единственное, наверное, на что я вот так вот сразу обратил внимание, это кнопки на пультиках. Вообще без люфтов какие-то такие. Везде на японцах вот это вот все люфтит, а тут вот все прям жестко. И все. Как бы прокатился, не знаю, может быть, надо было подольше поездить, чтобы что-то еще понять. На Выроде ездил и еще на каком-то 1.2 Спортстер, наверное. Да, ему лет 7 было, вот который я рассказывал, 3500 миль пробега. Но за вечер там открутился поворотник, еще что-то открутилось, и перед выездом, у кого я брал прокатиться, он меня предупредил, говорит, ты поглядывай, а то там болты раскручиваются. И очень жестко было, не знаю, как на этом, на Спортстере, очень жестко проезжать стыки на мостах, вообще прям в спину отдает. Казалось бы, крузер, хочется как комфорта какого-то, вроде бы он подразумевает, кажется, что ты... Спортстер не крузер. Спортстер не крузер. Ну как-то он выглядит, как будто бы тебе будет, сядешь как в кресло и будешь так ехать вальяжно. Но нет, в спину прям отдает. Здесь, то есть, другая, да, история с подвесками? Да. Колян, ну давай, кружочек. Давай. Окей. А если здесь где-нибудь держать? Сколько он ловит? Нормально ловит. Давай, заводи. О май гад, был. Первая вниз. Так, ну разворот как на фуре, мне кажется, надо брать в 2 прихода. Да, Антоха, я попробую. Держи. Лучше. Давай, что там надо в карман положить? Меточку. Что, кардань, что ли? Ремень. А ключ это типа фальш-ключ, да, получается? Да вы сами не разбирались, Никит, нам... Сувать, то есть, некуда. Да. А получается мотоцикл для эгоистов, да? Девочку, например, я не могу прокатить. Ну пока нет, но мы поставим сидушку. Будет, да, сидушечка? катать, что ли, Колян? Ох, мать твою женщину. Сейчас Коробочка передачу очень- будешь еще включать не так, что... Не, коробка четко работает. ты знаешь. Не, четко, я про Ход амплитуду, да, ход большой. Не так, что там ногой так тыщ, как на спортбайке, а тут прям хоба вот так. Так, как его заводить? Вот это стартер, это поворотник, Никита. Ну, вот, если честно, очень на аварийку похоже. А возможно там и аварийка наверх. Просто там две бутылки по литру таких. Да. Очень отсечка интересная. Слышала? Она такая... рррр, трррр, трррр. Тормоза у него точно приятнее и информативнее, чем на Харлее, который не знаю, как он называется. Вот. Нажимаешь просто, как будто ты ничего не произошло, а здесь как будто прям можно, как будто можно тормозить. Ну, кайфовая штука. Так, вот я, например, сижу и никого рядом нету, я такой думаю, как его заглушить. Например,
Ну вот ей-богу, это очень похоже на аварий... А, вот. Все, да, я нашел. Это я тупил. А можно я проедусь? Да, Павел. Можно без камеры, просто мне очень интересно, как едет эта огромная машина. Огромная и тяжелая визуально. Что там? Просто... Я думал, ты сейчас такой типа. А все уже видели видео Без- Sit-Down Stewie, как в Америке на таких Harley Davidson ездят? Без ключевой доступ, да? Да. В кармашек кладу и еду. А насколько отходить могу? А мы сами не знаем. Ну окей, сегодня узнаем. Чувствую себя богатым и хозяином этой жизни. Слушай, прикольно, он реально едет. На удивление, для меня всегда Харлеи были это что-то такое большое, шумное, непонятное, а этот едет. Мне кажется, даже можно какие-нибудь 600-е спорты со светофора спокойно дрючить. Он задушен, Паша. Задушенный еще? Да, вот если сейчас карту поменять в мотоцикле, вот совсем стоковым, впуском, выпуском, он уже лучше пойдет. Охренеть. А мы сделаем, что, мы не знаю, мы еще не решили, Stage 2, наверное, будем делать, это 120 лошадей у него будет. А если пойдем дальше, Stage 3 или Stage 4, то там уже под 140. Погоди, в стоке, в каве, по-моему, 100 с копеечкой, 106, 103 лошадки, Да. то есть здесь спокойно сдрючить 636? Старушку? Ну, я не думаю спокойно, ну до сотки, да. А потом, наверное, нет, потому что... Круто, очень крутые тормоза, нереально крутые. Чуть-чуть, одним пальчиком, там даже секульте не надо браться. Одним пальцем поднажал, все остановилось. Хороший старт. В целом и вибрации практически нету. И мне раньше всегда казалось, если Харли, это пломбы из зубов плаваются. Не, нормально. Или когда долго едешь, качает. Не, нормально. Николай, как вы можете прокомментировать вот эту хуйню? Почему здесь так криво? Надо до чего-то доебаться просто. Ну швы прям швы. А вообще в наших Плохие условиях, швы, честно да. говоря, получить удовольствие от езды в пробку. За это скинем вам 30 тысяч рублей.